Здравствуйте, привет всем! Я хотела бы в первую очередь сказать огромное спасибо за такое огромное количество комментариев на мое последнее видео. Спасибо вам огромное! Вы мне дали столько много советов, я имею в виду по поводу носовых платочков. И многие советы я уже использовала. Спасибо вам за лайки. И, конечно же, были и дизлайки. И вы знаете, об одном таком я вам очень хотела бы рассказать, об одном таком негативном комментарии. Одна женщина написала, кстати, канал у нее называется «Не смотрите это». Интересное название канала, не правда ли? Она написала, что вот с такой вот сумкой можно ходить только в деревне за хлебом. И такую сумку Моника Белуччи ну ни за что не будет носить. Вы знаете, я так долго смеялась. Ну что ж поделаешь, сколько людей, столько и мнений. И что мне было очень приятно, и что меня как-то удивило, что мне написала комментарий Клаудия Виана. Если вы помните, вы, наверное, помните, что я, значит, вам рассказывала, что при пошиве вот этой вот сумки, вот этого шопера, я эту идею с кружевом и со старыми джинсами взяла, подглядела, вернее, у Клаудии Вианы, у бразильской мастерицы. Каким-то образом она мое видео увидела и написала мне комментарий. Этот комментарий был настолько добрый и приятный, ну, вы знаете, меня очень порадовал, за что и огромное-огромное спасибо. Вы мне насчет платочков. Значит, очень многие предлагали из этих платочков сделать одеяло. Я это запланировала, и это я обязательно сделаю, как только у меня появится время. Еще вы писали, предлагали, что эти платочки просто в рамку и на стенку. И один платочек я сделала таким образом. Я хотела посмотреть, как же это будет смотреться. Вот смотрите, какая красота получилась. И вы знаете, здесь вот я использовала еще один ваш совет. То есть платочек очень хорошо приклеить на ткань паутинкой. Вы знаете, эта идея просто суперская. Хоть одеяло шить, хоть использовать такой платочек в пошиве сумки, хоть картину сделать. Приклеиваешь на ткань паутинкой, и получается такая стабильная ткань, с которой можно делать все, что хочешь. И еще был комментарий. Женщина мне написала, что в пэтчворке можно использовать... Кстати, я говорила пэтчворк, оказывается, это неправильно. Это тоже подсказка в ваших комментариях. Спасибо, надо говорить пэтчворк. Мне женщина написала, что в пэтчворке можно использовать вышивку. И вы знаете, я вспомнила, что вышивки у меня имеются. Раньше я очень много вышивала, и у меня имеются испорченные вышивки. То есть я вышивала, потом приклеивала эти вышивки на картон и обрамляла деревянной рамкой. Потом без стекла. Потом они, естественно, загрязнились, и мне пришлось их снять. Я их оторвала от картона, и, конечно же, было печальное зрелище с моими вышивками, потому что клей не отошел, остатки картона остались и так далее. И после стирки они свое состояние просто не улучшили. Так они у меня и лежали. И вот теперь, благодаря этому комментарию, я решила их каким-то образом использовать. И вот что я придумала. Вот это вот обыкновенная сумка. То есть это эко-сумка, или как их правильно назвать, я не знаю. У нас в Германии их называют Einkaufstasche. И, кстати, мы приехали в Германию из Казахстана, из города Усть-Каменогорска. И у нас такую сумку называли авоська. Очень красивое слово. Мне интересно, пользуется еще этим словом кто-то или нет. Так вот, я, значит, решила сделать так. Вырезать окошко, вышивку приклеить также на паутинку на ткань, и потом с обратной стороны приложить, и сделать отстрочку. И вот что у меня получилось. Вот, посмотрите.
То есть я сначала проложила строчку, просто строчку вокруг, и потом проложила еще вот такой вот такой ширины декоративную строчку. Посмотрите, как это смотрится. Также декоративная строчка по верху и на ручках. Вот посмотрите еще вот эту сумочку. Тоже очень красиво. Здесь я вырезала тоже окошко в виде сердечка, так же, как и на гусях. И тоже проложила декоративную строчку. А вот эта вот сумка, здесь я применила платочек. Я решила посмотреть, как это будет смотреться вот в таком вот сочетании. И мне очень понравилось. Посмотрите, какая красота. Точно так же по верху декоративная строчка и на ручках. Вот на этой сумке я подкладку сделала салатового цвета, так как у меня есть здесь лепесточки салатные, поэтому, мне кажется, вот так вот цвета эти гармонируют. И вот так вот смотрится внутри декоративная отстрочка. По-моему, красиво. Это может быть не обязательно вышивка. Если вы решите шить такую же сумочку, это может быть, например, какая-то ткань. Например, вы делаете подкладку из какой-то интересной ткани, и потом вот в это окошечко вы пришиваете, значит, вставку из этой подкладочной ткани. Будет то... Когда-то такие сумки я шила на выставку-продажу. Они у меня все ушли, пользовались большой популярностью. Ну, как я и сказала, сумка очень простая. Значит, ничего в ней сложного нет, шьется она быстро. В чем ее преимущество? Вот смотрите, за счет того, что вот здесь вот мы бока сшиваем, такую сумку очень легко свернуть. И я вам сейчас это покажу. Кстати, вот смотрите. Вот так вот очень легко ее сворачивать. И положить в вашу сумку, которую вы носите. Вот так вот она выглядит внутри, я вам покажу. Очень даже неплохо, очень все аккуратненько. Ну и вы, конечно же, вы, наверное, заметили, что здесь у меня на столе стоит еще одна сумка. Вот, посмотрите, какую красоту я сотворила. Здесь тоже вышивка. Эта сумка выполнена из искусственной кожи. По ней мастер-класс я не делала. И вот почему. Я решила... Вот, кстати, вот размер и форма вот этого шопера мне очень понравилась. Поэтому я решила его повторить. И вот в этой сумке я это повторила. Поэтому мастер-класс я не делала. Если вы хотите такую сумку шить, мастер-класс у меня уже есть. Но я внесла в пошив этой сумки кое-какие изменения. И об этих изменениях я вам расскажу в конце видео. Там же я покажу эту сумку поближе. Так что давайте сейчас приступим к просмотру видео. И желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, что вы будете шить со мной вместе. Итак, для нашей сумки нам понадобятся две детали. Основная и деталь для подкладки. У меня это одинаково. Одинаковая ткань. Что для подкладки, что и для лицевой стороны сумочки. Я вам сейчас скажу размер. Размер составляет 50. Вот это у меня в сложенном состоянии. На 40. Значит, 50 на 80. 50 на 80, две детали. А вам необходимо убедиться, что эти две детали совершенно одинаковые. Я вот сейчас еще раз ножом вот прям вместе сколю их и выровняю. Они должны быть идеально одинаковые. Значит, для ручек две детали. Составляют они 50 сантиметров длиной и 12 сантиметров шириной. У меня это такая ткань, я даже не знаю, как она называется. Вот она с одной стороны проклеена, такая достаточно тонкая и немножко прозрачная. И, конечно же, лучше всего было бы все это проклеить флизелином. Но, к сожалению, вот к этой клеевой основе флизелин не приклеивается. Я уже 3 вида флизелина пробовала, ничего не получается, он просто не приклеивается. Вам я советую это, конечно, сделать. Теперь я выберу вышивку, которую я здесь применю. Вот у меня такие вот вышивки еще красивые остались. И это еще не все. Это все у меня были картины. И выбрала я вот таких вот симпатичных гусей. Девочка и мальчик. Поэтому я решила, что их надо поместить в сердечко. Я уже сделала лекало. Вот
соответствующее размеру, обвела его, чтобы визуально видеть, как это будет выглядеть. Значит, вот здесь вот у меня немножко такое затемненное место, это клей. Я потому что приклеивала на картон, когда я создавала картины своих вышивок. И вот здесь у меня клей, затемненное место некрасивое. И поэтому я думаю, я какую-нибудь здесь сделаю декоративную строчку, чтобы вот это закрыть. Даже, может, по всему, значит, сердечку сделаю эту вышивку. Так, значит, нам для начала вот эту вышивку, или что там у вас будет, платочек или какая-то другая ткань, все равно, вам нужно приклеить на ткань, приклеить при помощи паутинки. Вот так вот. Сейчас я это сделаю. Так, и также нам понадобится деталь, еще одна накладная, по которой мы будем обшивать наше сердечко. Так, эта деталь, смотрите сами вот по размеру, вот сердечко, вот я вижу, что она у меня немножко маловато. Я выкрою сейчас еще одну, чтобы было немножко вот здесь вот пошире. Так, значит, нам нужно найти середину нашей основной детали впереди. И сейчас я это сделаю. И середину вот на этой детали, которую мы будем пришивать ткани. И потом внутри вырезать, то есть наше сердечко. Если у вас какая-то другая вышивка, например, вот такие вот у меня есть яблоки, то сделайте такой вот шаблон овальный, например, да? Смотрите сами. Или, допустим, круглый можете сделать. Вот если, например, вот такую вот вышивку взять, можно просто круг такой сделать. Это будет проще, чем сердечко. Так, значит, еще раз повторяю, значит, мы находим центр нашей детали, центр нашей детали, на которой мы нарисуем сердечко. На какой высоте вы будете делать вот в эту вашу аппликацию, даже не знаю, как это назвать. Скорее всего, это, наверное, пэтчворк, друзья. Вот. Ну, желательно, чтобы размещалась эта красота не посередине, немножко повыше. Ну, вот где-то вот на таком расстоянии я, наверное, сделала. Вот здесь вот середина. Вот это все я заколю сейчас булавочками. Потом нарисую я мое сердечко здесь, обведу. И по этой вот обводке, по этой метке проложу строчку. Давайте это сделаем. Ну вот. Я нашла середину моей детали. Середину давать наше окошко. И приколола все это булавочками. Вот середина. Значит, вот эта вот деталь должна быть вот здесь вот изнаночная сторона. То есть мы будем это выворачивать, чтобы потом у нас лицевая сторона получилась на вывороте. Итак, вот мое сердечко. Тоже я здесь наметила середину. И теперь я могу это обрисовать. Ну вот. Теперь я сейчас еще больше иголочек вот здесь вот применю. Лучше все это приколю. И можно здесь приложить строчку прям по нашей намеченной линии. Ну вот, я пристрочила мою деталь по контуру сердечка. Значит, следите, пожалуйста, друзья, чтобы когда вы вот эту деталь пристрочили, чтобы ничего у вас не волнилось. Вот я смотрю, у меня здесь немножко вот с одной стороны волнится, я, наверное, сейчас подпарю это и пришью еще раз. Вот с этой стороны у меня все ровненько лежит, видите? С этой стороны должно точно так же лежать, потому что потом это будет, создадутся проблемы. Вот, с этой стороны видно, все лежит ровненько. Сейчас я здесь вот подпарю и пристрочу еще раз. После этого я вырежу сердечко. Ну, вот так вот от шва на расстоянии 1 сантиметр я вырежу сердечко. Ну вот смотрите, я деталь пристрочила, и все равно у меня вот здесь вот остались волны. Это произошло потому, что моя ткань, она очень тонкая и эластичная. Поэтому обязательно проклейте флизелином, чтобы у вас этого не случилось. Но я надеюсь, что потом, когда я буду пришивать, я все разглажу и все выровняется. Значит, я вырезала и сделала надсечки по кругу. Маленькие надсечки. Вот таким вот образом. И сейчас мне нужно, значит, по контуру здесь вот обрезать
ну, наверное, может быть, 2 сантиметра вот так вот я отступлю. И вот так вот здесь, все это здесь я обрежу. Ну вот что у нас должно получиться. Я обрезала нашу деталь. Теперь нам это надо все вывернуть и хорошенько загладить. Вот таким вот образом. И для начала мы все это хорошенько отутюжим. Смотрите, когда будете... Хочу вам показать, как легче вот это вывернуть. Значит, вот ваша деталь. Для начала вот так вот заутюжьте по всему контуру. И только потом выверните. И потом будет намного легче это заглаживать. Вот потихоньку. Потихоньку, не торопясь. Вот так вот по контуру загладьте. Ну вот, окошко готово. Что я вам хочу сказать? Вот когда я вот все загладила, и так как моя ткань не проклеена флизелином, так как моя ткань прозрачная, слегка прозрачная и тянущаяся, мне не понравилось, как выглядит припуск на шов. Вот этот припуск на шов, который мы обрезали, когда вырезали вот здесь вот сердечко. И что я сделала? Я просто обрезала. Вот смотрите, на полсантиметра я все обрезала, даже может меньше, чем на полсантиметра. И просто, не делая надрезов, ничего, я загладила. Намного-намного лучше. Так что и вам советую так же сделать. Потому что я сделала сначала как по технологии положено, но вот так вот лучше. Просто этот припуск на шов, еще раз повторяю, вот когда вы сердечко вырезали, мы оставляли 1 сантиметр, сделайте его минимальным. Полсантиметра или даже немножко меньше. Никаких надрезов делать не нужно. Просто потом вот это все загладьте. И все, теперь мне нравится, как это все лежит и смотрится. Теперь, вот моя вышивка. Я ее уже приклеила на лицевую сторону моей основной ткани. Приклеила паутинкой. Держится, хочу вам сказать, намертво. Вот. И здесь я уже нарисовала мой контур, обвела лекала моего сердечка. И вот теперь нам нужно это пришить. Нет, давайте сначала обрежем. Обрежем вот так вот по кругу. Контур я нарисовала. И по кругу можно уже обрезать. Это будет легче сделать сейчас, чем потом позже. Вот так вот обрезать. Может быть, я сейчас еще проложу какую-то строчку здесь, чтобы вот эти вот мои затемнения от клея закрыть. Я подумаю сейчас, потому что если я начну по кругу проводить строчку декоративную, то здесь вот эти вот лапки от гусей, они закроются. Мне это не хотелось бы. Сейчас я подумаю, что я сделаю. Но главное, что вы должны нарисовать контур и вырезать. Ну, скажем, тоже вот на 2-3 сантиметра. Ну вот, вышивка моя готова. Я обрезала здесь на 1,5 сантиметра, я решила обрезать. Это будет достаточно. И теперь нам нужно вставить нашу вышивку в окошко и пришить. Лучше всего это вручную наживулить, чтобы все у нас было ровненько. Я сейчас это сделаю. Наживулю просто вручную пока. Смотрите, я заколола все булавочками сначала, очень хорошенько все распределила, следила, чтобы ничего у нас не волнилось. И теперь можно это приметать. Я вот сейчас такое слово сказала, наживулить. Я словила себя на мысли, что это очень старое слово, что раньше мы так говорили. Не приметать, а наживулить. Я не знаю, кто-нибудь знает, помнит еще это слово или нет, мне интересно. Но просто так ко мне пришло, просто так, из памяти. Итак, сейчас я это приметаю еще вручную. И потом проложу строчку. Проложу строчку я прям вот совсем с краешку. Может быть, на несколько миллиметров. Потому что потом я хочу здесь проложить декоративную строчку. Если вы этого делать не хотите, то есть прокладывать декоративную строчку, сделайте сразу здесь двойную отстрочку. То есть по самому краю и потом еще, может быть, на ширину лапки прострочите еще раз.
Ну вот, смотрите, я проложила по самому краю строчку. И как вы это видите, вот моя ткань такая слегка прозрачная и не проклеенная флизелином, поэтому все это вот у меня просвечивается. Ну, я надеюсь, что у вас такого не будет, потому что вы возьмете ткань другую, надеюсь, не такую, как у меня, и проклеите флизелином. Значит, смотрите сами, можете проложить здесь еще одну строчку, но я, чтобы это мне все закрыть, я здесь проложу декоративную строчку. Вот прямо вот на вот почти на всю ширину. Я проложу декоративную строчку по кругу. Ну вот, я вот так вот проложила декоративную строчку вокруг. Вот так вот получилось. По-моему, красиво. Все, теперь у меня закрылось. Ничего не просвечивается. И теперь нам нужно еще раз выровнять наши две детали. Деталь подклада и основную. Я еще раз все это выровняла, все лишнее обрезала, потому что у нас эта деталь немножко стянулась из-за нашего окошка. Теперь они у меня абсолютно одинаковые. И теперь можно сделать ручки и их пришить. Одну ручку я уже сделала, вот так вот она выглядит. Вот. Я тоже ее сложила вот так вот. Ну, размер я вам уже говорила, я вам сейчас скажу еще раз. Длина у нее 50 сантиметров у ручки. И ширина у нее... Вот я уже и забыла. И ширина у нее составляет 12 сантиметров. Вот так вот. Я нарисовала посередине ориентировочную линию. С одной стороны загладила, с другой стороны загладила и сложила. Вот так вот. Вы можете положить просто строчку с одной стороны и с другой стороны. А я, после того, как загладила, вот сделала вот таким вот образом. Такая же декоративная строчка, точно такая же, как на окошке, которую я сшивала мое сердечко. Вот здесь вот с обеих сторон один вид декоративной строчки, и посередине еще один. Вот такая вот красивая ручка получилась. Я еще ее не отглаживала, сейчас ее отглажу. И после того, как ручки будут готовы, их можно пришить. Вот от центра я замерила здесь по 6,5 сантиметра. И вот таким образом я сейчас, после того, как ручки будут готовы, я их пришью. Я на всякий случай покажу, какую я декоративную строчку использовала. Может быть, кому-то это пригодится. Вот эта строчка у меня была посередине, а по бокам я прокладывала... Так, это было 0,61. Вот, а по бокам я прокладывала вот эту строчку. Вот. Может быть, кому-то это пригодится. Вот я ручки пришила с одной стороны, с другой стороны. Я здесь зафиксировала... Край зафиксировала я флизелином. Как я говорила, что флизелин у меня не держится. Но я буду прокладывать поверху тоже декоративную строчку, поэтому он мне пригодится. Так, теперь можно пришить подкладку сумки. То есть лицом к лицу с одной стороны и с другой стороны. Видите, я проложила строчку с одной стороны и с другой стороны. Обязательно нужно вам, перед тем, как прокладывать строчку, очень хорошенько все заколоть булавочками, чтобы у вас ничего не сместилось. Потому что нам нужно, чтобы у нас были детали наши абсолютно одинаковые. И в районе ручек я, конечно, делала такую двойную строчку, чтобы их закрепить. Так, теперь нам нужно совместить. Вот мы пришили, теперь мы совмещаем. Вот передняя часть сумочки и задняя. То есть мы вот так вот разворачиваем. Шов у нас получается посередине. Вот здесь вот мы все ровненько совмещаем швы, разворачиваем и закалываем булавочкой. Вот, чтобы шов у нас совпал. И потом сшиваем. Здесь я тоже все заколю булавочками, чтобы ничего у меня не съехало. С одной стороны, с другой стороны. И вот так вот пришьем. Ну вот, я соединила боковые швы, сшила их. И, конечно же, оставила место для выворачивания на подкладке. Вот. И теперь нам можно вырезать уголочки. Уголочек будет составлять 5 сантиметров. То есть вот от этого шва мы рисуем уголок
5 сантиметров. Вот от этого шва. Вырезаем уголочек. И когда вы вырежете, вот здесь на подкладке я уже сделала, вот здесь вот сделайте закрепку, чтобы при формировании уголков шов не разошелся. И теперь я наметила середину, и можно уголки сшить. Вот середина к середине. И сшиваем. Так мы поступим со всеми 4 уголками. На подкладке и на лицевой части сумочки. Вот. Уголки я сшила. И теперь эти уголки можно нам сшить вместе. Вот таким вот образом. С одной стороны. И с другой стороны. Вот так вот. Ну вот, уголки я сшила между собой. Сумку нашу я вывернула через отверстие, которое мы оставляли для этой цели. И я это место зашила. Вот так вот. Теперь сумочку нам необходимо вот здесь сверху хорошенько отгладить и проложить строчку. Значит, вы можете просто проложить по кругу строчку. Я же сделаю это декоративной строчкой. Я проложу здесь по кругу декоративную строчку. Ну вот, что у меня получилось. Вот так вот это выглядит. Мне нравится. Так, теперь, значит, я сумочку уже хорошенько отгладила, разгладила все швы. И теперь нам необходимо вот здесь загладить. Смотрим, чтобы здесь было все ровненько. Чтобы подкладка тоже в этот шов вошла. И хорошенько загладить и заколоть. Вот так вот, с каждой стороны. Здесь и с другой стороны. Точно так же. И потом нам необходимо проложить строчку от начала до уголочка, ну, может быть, 2-3 миллиметра. Ну вот, готово. Теперь точно таким же образом заглаживаем донышко. Вот так вот. И заглаживаем с одной стороны и с другой стороны. И точно так же прокладываем здесь строчку. После того, как эта строчка будет готова, точно так же мы еще отстрачиваем вот здесь вот уголки. Ну вот, готово. Вот так это выглядит. Я еще хорошенько все отгладила. Так у нас теперь красиво смотрится внутри. И теперь осталось вот здесь вот вовнутрь хорошенько загладить. Или же можете здесь сделать закрепочки. Вот, прострочить. Я это так сейчас делаю. А может быть и только загладить это будет достаточно. Вот. И теперь сумочка очень легко сворачивается, разворачивается и при этом не мнется. Вот, готово, друзья. Итак, как я уже и сказала, сумка выполнена из искусственной кожи. У меня такая кожа, это белая, она такая тонкая. Но шьется хорошо даже на бытовой машине. Значит, размер. Вот как в этой сумке у нас размер был, в готовом виде, когда мы вот делали пэтчворк, и вот в готовом виде размеры, это такие же размеры, взяла я здесь. Значит, ботан точно так же. Значит, вышивка. Вышивка. Точно так же вышивку я приклеила на паутинку, на белую ткань. И потом еще проклеила флизелином, чтобы она была более такая плотная для этой сумки. И вот эта вот пленка, которая сверху, потому что эту сумку стирать будет невозможно, поэтому, конечно же, я решила сюда сделать пленку, чтобы вышивка не пачкалась. И эта пленка, это вот, значит, такая пленка предназначена для стола. Значит, что я сделала? После того, как я простежила все, простежила я на поролоне 5 мм, ширина ромбика у меня 4 сантиметра, и сделала я их под углом 45 градусов. Значит, я нарисовала шаблон, вот этот овал, и
Я, конечно, сначала же сделала лекало этого овала, нарисовала на моем полотне, прострочила, сделала отстрочку по этому моему рисунку, и потом только внутри вырезала вот это вот окошко. Потом я прикрепила мою вышивку уже с пленкой двусторонним скотчем с обратной стороны и проложила строчку. Сначала я вам не сказала, что край вот этого среза у окошка я обработала косой бейкой. Такую бейку я вырезала тоже из искусственной красной кожи. Так вот, сначала я проложила строчку вот внизу по бейке косой, и второй раз прямо по самой бейке вокруг. И вот так вот получилось. Даже очень-очень неплохо. Значит, изменения. Ботан. Вот как вы помните, если вы эту сумку, может быть, уже шили, вот здесь мы пришивали такую вот планку, чтобы туда вставить шнурок, чтобы это потом затягивать. Значит, я так подумала, что в этой сумке, в кожаной, это как-то будет не очень смотреться, поэтому я решила сделать вот такую внутреннюю складку вот здесь. И мне это очень понравилось, вот эта складка. Но складку я сделала только вот на коже. Внутри, на подкладке, такую складку я не делала на ботане. Я просто ботан заузила кверху. То есть, когда у меня вот этот ботан вверх уже был готов, я по нему выкроила верх внутреннего ботана. Значит, складка. Я, значит, свернула пополам лицом к лицу и от места сворачивания отмерила 2 сантиметра и вниз проложила 4 сантиметра просто прямую линию. Потом эту мою складочку я развернула, сверху застрочила. Так, значит, здесь, как вы видите, вот эта вот часть я сделала широкую. Почему? Потому что в этой сумке мне не понравилось, что вот эта вот застежка моя, застежка, конечно, идея хорошая, но она как-то вот так у меня была нестабильна. Поэтому я решила сделать на 2 магнитных кнопках. И эти кнопки я взяла такие маленькие. И вот такую вот ширину, как вы видите, я сделала, тоже из искусственной кожи. И вот здесь вот по кругу еще я проложила строчку, чтобы эти клепки у меня так хорошо здесь сидели. И теперь сумочка закрывается, просто прелесть. Без никаких проблем. Смотрится красиво, и все очень стабильно теперь, моя застежка. Ручки. Ручки я сделала по принципу, как в рюкзачке Лулу. Если вы шили рюкзачок, вы знаете, как их делать. Если вы не шили, то зайдите на мастер-класс, там я показываю, как такие ручки делаются. Сделала я их 70 сантиметров длиной, чтобы эту сумку можно было легко носить на плече. Значит, дальше. Подкладка. Подкладку я выполнила из плотного Оксфорда, чтобы моя сумочка была такая стабильная, чтобы она стояла. Значит, из плотного красного Оксфорда, Оксфорд 600. С одной стороны карман, вот этот вот большой, сделала я точно так же, как в той сумке, которая из старых джинс. Мне очень понравился такой карман, и методика пошива его просто прекрасная. И с другой стороны я сделала карманы на резинке, вот такие вот. Мне эти карманы очень нравятся. И смотрятся они красиво, и в использовании просто прелесть. И такой карман тоже вы можете посмотреть, как я шью такие карманы. Мастер-класс по пошиву рюкзачка Лулу. Там я делаю такой маленький карман, узкий. А здесь я просто на всю ширину ткани, значит, сделала. Но под карман, так как у меня плотная подкладка, значит, карман вот этот я взяла, Оксфорд такой тонкий красный. Значит, я сделала по всей ширине и разделила на 3 кармана. То есть прострочила просто и все. У сумки точно так же имеется вставное донышко, так же, как в другом шопере. Вот оно. Оно хорошенько укрепляет дно, и сумка при этом хорошо стоит. Ну, вроде бы я вам все рассказала. Друзья, мы сейчас с вами шили маленькую сумку, эту эко-сумку. Значит, размеры еще 2 я укажу внизу под видео в описании. И еще я вам забыла показать, что здесь я шила 2 держателя для ключей. Вот в этой сумке у нас был 1, как вы помните. Где он? Вот он. А здесь я сделала 2. И скажу почему. Я еще планирую в эту сумочку, значит, сделать вкладную маленькую сумочку, сумочку-вкладыш. Если без сумочки-вкладыш, то можно на одну прицепить ключи, на другую еще что-то. Если они не нужны, просто их можно очень легко спрятать вот в этих вот карманах здесь внутри. И да, отстрочку здесь поверху я тоже не делала, потому что мне это не нравится.
что здесь вот по такой красивой стежке еще делать отстрочку, это никуда не годится. Я сделала только закрепочки вот здесь вот по бокам. Вот прострочила с одной стороны на ботане и с другой стороны. Ну, я вроде бы вам все рассказала, показала. Я надеюсь, что вы шили со мной. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. И до новых встреч, мои дорогие!